Ты такой сидишь, думаешь, сейчас я запилю ребятам видосик, ну там за пару часов, ну максимум за 5, ну за день, ладно. И пойду заниматься своими делами. Но приблизительно через недели-две ты начинаешь понимать, что что-то пошло не так. Что может пойти не так? А не так может пойти все. Например, я загрузил Мандалорца в Blender, и оказалось, что его скелет сделан, наверное, в какой-то другой программе, либо в какой-то другой версии блендера, и он оказался слишком, так сказать, некорректным, мягко сказать. И мне пришлось, естественно, его переделывать. Но для того, чтобы переделать скелет Мандалорца в блендере, мне же необходимо было научиться это делать. Даже начальный этап начинался с того, что мне необходимо было корректно удалить старый скелет, что вполне очевидно делалось кнопочкой Delete при выделенном старом скелете, но если я так делал, он начинал ломаться. И мне нужно было найти какой-то способ, который бы позволял оставить позицию Мандалорца, как я ее вижу, со старым скелетом, да, применить эту позицию как-то, а затем натянуть туда новый скелет, научиться его анимировать, и все это для вас, ребят. И если вы не поставите лайк, я очень обижусь, правда. Потому что реально ваши лайки, они просто поддерживают в той ситуации, в которой я нахожусь. Она очень непростая. Вокруг просто сыплются снаряды, и гибнут люди, к сожалению. И в этой обстановке ты сидишь и думаешь, как бы начать делать урок по 3GS. И нужен ли он вообще кому-то. Если вы считаете, что мои видео каким-то образом вам полезны, может быть, они вам просто нравятся, развлекают как-то, поставьте, будьте добры, лайк и подпишитесь. Также поделитесь с друзьями. Это действительно морально очень поддерживает. Также, если вы умеете пользоваться гитом, гитхабом, то зайдите туда, посмотрите мои проекты, поклацайте звездочки, я тоже буду очень счастлив от этого. Вот такие вот дела. И на самом деле, вроде бы такой короткий участок времени, как взять, заанимировать персонажа и загрузить его на сцену 3GS, по идее, должен быть действительно коротким, но на самом деле он, как видите, затянулся уже. У меня после анонса, как я вам обещал, уже прошло где-то около 2 недель. Очень трудно собраться, как говорится, с мозгами и начать заставить себя что-то делать, когда, ну, по сути, твои родственники каждый день находятся в какой-то опасности. Ну, то, что ты сам находишься, это уже привычно. То, что ты переживаешь за кого-то, близкого тебе или даже далекого, это очень выбивает из колеи. Я думаю, вы меня поймете и не будете сильно ругать. Зовите друзей, усаживайтесь, как говорится, поудобнее. Я приступаю. Но прежде чем приступить, я бы хотел небольшое отступление сделать все-таки. Оно уже было, но еще одно дополнительное. В общем-то, для того, чтобы нормально научиться анимировать в блендере, нужно достаточно много времени потратить. Поэтому я заанимировал своего Мандалорца, ну как своего, который я где-то взял, таким образом, каким смог, реально. Я сидел достаточно долго за ним. То, что я научился делать, я вам покажу. Если вы хотите что-то больше научиться именно в блендере, то, конечно же, это необходимо либо скачать где-нибудь курсы, либо посмотреть ютубчик. Там вполне много, даже на русском языке, видосиков. Вот. И далее, после того, как я вам покажу, как я заанимировал Мандалорца в блендере, я его импортирую на сцену 3GS, ну, WebGL, и покажу, как запустить анимацию. По моей идее,
полный мандалорец должен пройти несколько шагов. Камера должна стоять как бы сзади и внизу, смотреть на его ноги. При этом должен был виден быть шлем, который у нас уже есть на сцене. То есть камера изначально становится на шлем, да, как она у нас крутится на странице, а потом она отдаляется при определенном событии, опускается чуть ниже, в ноги смотрит, потом он начинает идти, мандалорец, приходит, берет шлем, одевает его и как бы все. Дальше, может быть, он просто как-то стоит, покачиваясь и так далее. Это уже, кстати, вторая анимация будет. То есть одна анимация это просто ходьба, а вторая анимация это покачивание. Просто как бы он стоит, покачивается, довольный в шлеме. Вот. Я не знаю, конечно, сколько еще времени мне придется убить. Я вам потом сообщу на это все. Еще такой, уже третье отступление получается. Для того, чтобы немножко снизить количество мегабайт самой модели Мандалорца уже, то есть не шлема, именно Мандалорца, я уберу из этой модели именно самого Мандалорца шлем, потому что он у нас уже есть. И таким образом, получается, он у нас будет обезглавленный, то есть головы у него не будет, потому что голова это очень сложная геометрия, там очень много точек, и получается, там было бы, допустим, точек даже больше, чем в шлеме, потому что там еще волосы присутствуют, их тоже как-то нужно было бы обыграть. Я обойдусь без этого, то есть головы у меня просто не будет, она не будет попадать в кадр, она будет попадать в кадр только тогда, когда будет надет шлем непосредственно как бы на голову. Такой вот лайфхак. Пользуйтесь на здоровье моим кодом, смотрите предыдущие мои видео по WebGL 3GS планете, как я ее создал. Я полностью выкладываю код готовый, рабочий на GitHub. Там есть даже продакшн-версия, которую вы можете использовать на любом сайте. И увидимся в следующей части. Итак, друзья, для данного участка видео я увеличу скорость, так как особой смысловой нагрузки оно как бы не несет. Я просто хочу вам показать, каким образом я пытался на тестовую сцену 3GS поместить нашего с вами Мандалорца в полном как бы объемчике. Это обычная 3GS Webpack сцена, на которой я разместил просто тот же код, по сути, который у нас и был. Вот. Сейчас я из блендера достану уже заанимированную модель Мандалорца без шлема, камеры, света и пола, которую я делал для теста, вам записывать видео. Вот, экспортирую с привычными для нас настройками вместе с анимацией. С такими вот, в общем, параметрами. Не забывайте указывать компрессию для того, чтобы сделать размер выходной модели минимальным. Сейчас файл экспортируется, поэтому комп немножко завис. И вот он экспортанулся. Мне нужно будет сейчас... еще нет. Переместить его просто в ту папку, где расположен проект с Node.js файлами и как бы 3GS. Static Models перемещаю сюда. Переименовываю. Ну, как мне надо, допустим, но так как имя уже есть, я просто его беру. Копирую и вставляю вот на 13-ю строчечку. И получаю вот такого вот Мандалорца. Так как моя задача была в этом видео вам показать, как применять Blender для того, чтобы заанимировать модель, а также импортировать ее на сцену 3GS, я решил не делать в данном участке наших с вами уроков
привязку данной модели к уже имеющейся сцене, потому что и так урок уже слишком затянулся по времени, поэтому я разобью его на два подурока. В этой части мы с вами научились немножко блендерить и анимировать в блендере и добавлять анимацию на сцену 3GS, также переключаться с анимации на анимацию, что может быть полезно для разработки игр, либо каких-то интерактивных 3GS приложений. Сейчас я запущу сервер, посмотрю код, который у меня уже есть рабочий, я отсюда просто возьму пример кода, который я использую. И вот у меня есть Animation Mixer. Это стандартная 3GS-овская штука, которая позволяет использовать анимации, лежащие в имеющейся в WebGL 3GS сцене, полученные, естественно, из файла GLB в нашем случае. То есть мы-то все равно этот файл импортируем на сцену, он у нас на сцене лежит, поэтому я так сказал. Вот этот миксер, где-то я взял этот код. Получается, что у нас миксер содержит в себе не только лишь анимации, но всю сцену целиком, так как, скорее всего, так было в коде примере. Поэтому из него нам нужно взять вот этот метод ClipAction и запустить анимацию. Но кроме того, необходимо помнить, что в данной ситуации миксер, он является объектом, получаемым, это переменная, которая должна получаться после загрузки GLB модели, поэтому константа здесь неуместна, потому что нам этот миксер необходимо будет еще использовать и ниже по коду. Поэтому, чтобы заанимировать модель любую, необходимо сначала создать константу, вернее переменную LED миксер выше по коду, это я немножко наперед забегаю, а затем использовать его немножко ниже. Я здесь немножко не пойму, почему не работает анимация. Вроде бы все должно работать. Анимации проверяю здесь в консоли, вывожу. То есть, как видите, здесь у меня есть 3 анимации, которые я создал в блендере и вот так вот назвал A01, A02 и ADEF Position. Анимация Default Position, то есть стандартная позиция, когда он просто стоит без всяких модификаторов. И вот здесь я вспомнил, что еще в коде у меня есть в Request Animation Frame тоже этот миксер создается, вернее используется. Поэтому я переношу переменную выше по коду, чтобы ниже по коду она была мне доступна после того, как загрузится GLB модель, и я смогу достучаться до хотя бы какой-нибудь анимации. Поэтому здесь идет проверка if mixer. То есть изначально, естественно, это undefined. Далее просто размещу это здесь. И получается у меня есть 2 анимации. Как вы помните, первая анимация ходьбы, вторая анимация дыхания. И в данной ситуации, как видите, анимация заработала, но почему-то, к моему удивлению, она очень медленная, чересчур медленная. Возможно, также это происходит из-за того, что сейчас записывается видео и в какой-то степени напрягается компьютер. То есть видеокарта и процессор. Возможно, также она есть такая на самом деле, но немножко лишь быстрее. Если, допустим, я остановлю видео, она будет чуть быстрее, но не намного. Поэтому
здесь на ум приходит такая штука, что как бы в 3GS должна же быть, наверное, такая вещица, как управление скоростью анимации. Я на это очень надеялся в этом промежутке времени. Как видите, он очень медленно шагает. И я думаю, что же мне делать? Давайте я загуглю 3GS Animation, как бы это назвать, Speed. Отлично Google подсказал. И, о чудо, оказывается, даже есть пример кода, как это можно использовать. Потому что документация 3GS, она только объясняет, какие есть методы, свойства у определенного объекта, а не предоставляет обычно в нужных моментах, да, в чем-то простом она предоставляет, а в нужных моментах, вот, допустим, как сейчас, к сожалению, примера кода нет. И, ну, просто когда пример кода, мне, например, понятней, чем сидеть изучать, а это класс, а это функция, а это метод, а это что. Понимаете меня, надеюсь. Вот, и сейчас время немножко я увеличил, а вот когда 2, то тогда получается, то уменьшал, а это увеличиваю. Если 1/5 получается, это он медленнее еще будет идти. Если я увеличиваю, там 2, 4, 8, соответственно, он идет быстрее. Теперь такой вопрос встает. Хорошо, вот он, допустим, одел на себя как бы шлем. Хотя видео немножко, вернее не видео, а сам Мандалорец в данной ситуации, он тормозит. То есть реально, если я выключаю запись видео, он идет быстрее. Но из-за записи видео, опять же, я напомню, он тормозит. И хотя даже скорости 8 там выставлено, что в реальности нормально, но мы видим именно очень замедленно все. Теперь такой вопрос. Вот у меня отыгралась одна анимация. Как мне запустить вторую анимацию? Ведь это на самом деле может пригодиться очень часто, потому что, ну, например, у нас есть какой-то персонаж в игре или, может быть, просто какой-то предмет, который ведет себя по-разному, автомобиль тот же, он может ехать, он может просто стоять на месте и, ну, если представить какой-то мультяшный автомобиль, да, он такой подергивается, делая вид, что он работает. То есть заведенная машина, не просто стоит. Соответственно, у нашего с вами Мандалорца тоже есть две анимации. Одна это ходьбы, вторая дыхание, как бы. Когда он надел уже шлем, я предполагаю, что в следующем уроке будет на него наведена камера, и он будет стоять такой весь крутой и дышать. Вот я нашел какой-то участок кода, который вроде бы как должен, судя по тому, что он делает, присваивать некий прослушиватель события, как оказывается. И для меня это было немножко удивительно. Получается, смотрите, у меня анимация сейчас идет циклично, она не останавливается. Изначальная задача остановить ее, а потом запустить вторую анимацию. Но как это сделать? Он берет шлем, одевает, и анимация продолжается. Видите, она начинается сначала. Моя задача, чтобы он остановился, не шел в нулевую позицию. Здесь, конечно же, я думаю, что эта функция работает, ну, добавление прослушивателя событий. Но на самом деле я здесь увеличу в 5 раз приблизительно
оставшиеся там 20 минут видео, 18, из этой части в 5 раз, потому что здесь будут мои попытки заставить этот миксер остановить анимацию в каком-то моменте. И вот тут я даже залез как бы в исходный код 3, но опять же, там нет этого. Там нет такого понятия, как стоп или даже play. Методов нет. Я пытаюсь загитхабить это все уже, но, опять же, безрезультатно. Видите, она начинается заново. Но события, прослушивателя событий, Event Listener, который он не позволяет словить именно когда она останавливается. В моей логике, если бы это работало, допустим, да, то когда она останавливается, происходит это событие, и тогда я, допустим, там ее либо перематываю на ноль, либо скорость ей делаю там нереально большую, чтобы она как бы просто стояла на месте. Но, тем не менее, это не срабатывает. Я пытаюсь что-то там нагуглить, даже SB-код, там какой-то сайтик такой прикольный по 3GS, пытаюсь на 3GS-овском форуме это найти все, но, к сожалению, безрезультатно. Здесь есть небольшие подсказочки, но опять же, почему-то они не срабатывают. Как видите, я уже перегуглил все. Мне пришло на ум, что если я, допустим, через какое-то время заведу тайм-аут и потом остановлю, ну или сделаю время нереально большим в определенные, ну, допустим, проходит 2,5 секунды, он надевает шлем, и в этот момент как бы я перематываю анимацию, что позволяет сделать 3GS в нулевую точку, вернее, в конечный кадр. И, по идее, делаю время очень большим. Время анимации, таймскейл, я делаю очень большим. Соответственно, по идее, по моей идее, это должно сработать, и она как бы остановится визуально. Но дело в том, что при записи видео, как я вам уже неоднократно говорил, даже запуск анимации, он в разное время происходит. Не говоря уже о том, что сама анимация, она длится различное время. То есть один раз она работает нормально, второй раз она может длиться очень большой промежуток времени. То есть set timeout использовать не получится, потому что мы не знаем, когда именно она остановится на конкретном, допустим, моем компьютере даже. В разные запуски она останавливается в разное время. Здесь я сделал такой лайфхак, чтобы перематывалась анимация после того, как она загрузится в нулевой кадр, потому что почему-то она начинала идти раньше, чем появлялся сам Мандалорец. Странное поведение, конечно, но пришлось использовать такой лайфхак. И вот я додумался взять и вывести этот миксер просто в консоли и посмотреть, что же там находится. Оказывается, здесь есть много методов, которые даже не описаны в документации, как я понимаю. Вернее, может быть, они описаны, но я не нашел, где их найти. И сейчас я пытаюсь достучаться хотя бы до чего-нибудь, но у меня это не получалось. Как видите, вот здесь у меня есть сет интервал определенный. И я понял, что можно обратиться к объекту миксер и его дочернему элементу action к нулевому элементу, соответственно, анимации, вроде бы как я понимаю. Далее проверять каждые 500 миллисекунд, запущена ли она. Как видите, есть метод isRunning.
Соответственно, если она перестанет быть запущенная, то есть из running станет false, то я смогу очистить этот интервал, немножко тут напутал, и, соответственно, остановить анимацию. Каким образом еще я не знаю, но надеюсь, что-то придет на ум. Так, да, у меня здесь получается, у меня clear интервал происходит после 500 миллисекунд. Здесь у меня небольшая ошибка. Здесь, конечно же, должно быть условие. Какое-то условие, по которому оно сработает, а не просто через 500 миллисекунд. Вот я додумался до этого, ура-ура. Какое-то условие. Какое условие? Если из running false, тогда, естественно, я очищаю этот интервал и присваиваю ему значение null, чтобы он выгрузился из памяти. Здесь, естественно, я немножко не то написал, а здесь анимация идет, но не заканчивается. То есть в консоли логи я вывел немножко не то. Но в принципе логика правильная. Здесь я поставил отрицание, то есть mixer.actions. Если из running false, то тогда я просто что-то буду делать, пока не знаю что. Вот он наконец-таки одевает шлем, опускает руки, и в этот момент первая анимация остановлена. О чем вывелось сообщение в консоли. И теперь, как я понимаю, необходимо сделать вот такие штуки. Он дышит. То есть я запустил уже вторую анимацию здесь, но почему-то забыл показать, как работает первая. Значит, важный параметр clamp when finished и loop. Я обращу на это внимание ваше, смотрите. Здесь должно быть для первой анимации установлены такие параметры. Тогда она останавливается на последнем кадре. И я пытаюсь сделать здесь, уже вот здесь, я пытаюсь сделать то же самое для второй анимации. В итоге у нас с вами есть вот такой рабочий код, который я создал для того, чтобы тестить. Тестить, во-первых, саму модель, во-вторых, анимацию ее и переключение анимаций. Значит, естественно, я вам все это объяснял, но подытожим. Значит, так как это все, в общем, тестировалось и переписывалось, соответственно, здесь есть некоторые закомментированные участки. В общем, это обычный Webpack.js стартер. Естественно, у меня есть здесь объект, который содержит ссылку на HDR, пока которая нам не нужна, но она была задействована здесь, например, вот. В общем, пока я не буду ее трогать, потому что
потому что, в общем. Главное это модель. Модель у нас, как бы, если вы помните, файл экспорт GLTF, ну, GLB нам нужен формат. Вот здесь он выбирается. Я уже объяснял, как это сделать, просто напомнил. Здесь нажимаете экспорт, соответственно, этот файлик необходимо переместить там, откуда он у вас будет, в папку Models. И вот он у меня здесь лежит. Далее, получается, по коду. Здесь у меня идут загрузчики. Это для HDR карты. Это GLTF и Draco Loader для того, чтобы, ну, в общем, декодировать эту модель. И она нормально отображалась в браузере. Не забудьте установить путь к Draco Loader. Далее идет загрузка модели. Мы обращаемся к объекту модели, который получился в итоге загрузки после XML HTTP request. И к сцене, в общем, этого объекта. Далее мы перемещаем эту сцену, то есть полностью всего Мандалорца, ну, естественно, без шлема. Мы перемещаем с вами его по оси X, Y, по Y вниз, ну, то есть как бы на пол ставим, и добавляем на сцену. Далее это миксер анимации, который позволяет нам использовать те анимации, которые есть, собственно, в нашей модели, которые я вам показывал, как сделать ранее. Значит, у этого миксера есть вот такие вот параметры, однако это не все. Как вы видели ранее, я долго мучился с этим миксером, пока не нашел, ну, просто не вывел в консоль его и не нашел вот такие вот штуки, как Actions 0, Actions 1, и далее присвоил им уже с Stack Overflow вот эти вот штуки, которые ранее я присваивал просто миксеру. А нужно было еще, оказывается, обращаться к экшену, к определенному, то есть к определенной анимации, которая лежит в миксере в этом. Ну, то есть миксер — это, грубо говоря, объект, который содержит в себе саму модель, потом все параметры ее, в том числе и какие-то там экшены. Ну, то есть одну или несколько анимаций. Далее я запускаю определенный интервал. Ну, здесь я сделал, как вы помните, пометку, который проверяет, закончилась ли первая анимация. К сожалению, по-другому я не нашел, как сделать, чтобы проверить. То есть у нас сначала идет анимация ходьбы, одевание шлема, а затем включается вторая анимация, которая как бы заставляет его немножко дышать. Ну, делать как бы вдох-выдох. Шевелятся руки, немного шевелятся вот так по оси Y. В данной ситуации торс. Ну, это просто just for test, не нужно. Я применяю к элементу именно броне определенный материал, но опять же, так как я изменял в блендере модель, соответственно, вложенность элементов уже изменилась. И получается, сама броня сейчас лежит не в коллекции, а просто где-то в другом месте, то есть на уровень выше, возможно. Поэтому мне нужно обратиться к Scene GLB сейчас, для того, чтобы подключить Environment Map. И здесь у меня было и для шлема, и для брони одинаковые материалы подключались, если вы помните, из моего короткого видео, если вы следите, конечно, за этим. Но мне на данный момент нужно подключить это все только для брони, получается, так как шлем у меня отсутствует. Напомню, Ctrl-Shift
C открывает быстро панель. И у нас есть вот такая группочка. В этой группочке есть children. В нулевом children у нас вот они как раз наши 4 модельки. То есть получается у меня идет Scene Group, это Scene GLB, вот этот вот объект. Это у нас первый уровень, потом children его нулевой, это второй как бы уровень, и третий children, который теперь имеет другое название, 02 Armor, по идее вот так. К нему я хочу применить карту окружения. И получается, я хочу сейчас узнать, что у меня будет здесь находиться. Металл, то есть сам металл. Ага, бон. Значит, стоп. SNGLB. Group. Children 0. Children 0.1 получается. 0.1. Первый children. Ну, первый потомок или ребенок. Skinned Mesh. Cape. Почему? Стоп, это вообще может быть здесь получается или что? 0.1. Нет здесь его. Почему всегда приходится действовать наугад? 2. Вот. Теперь это то, что нужно, но почему-то я не вижу примененной карты окружения. Children 0, Metal Children опять. Хорошо, если теперь Metal консоль log M, Metal, перебираю теперь все его children, да, Skinned Mesh, children, здесь вообще нет ничего. Хорошо, значит мне здесь просто не нужны дети. И получается мне здесь не нужен ни проверка ифа, ни не цикл, а просто получается у меня вот так. Ага, M is not defined, потому что, естественно, он мне не нужен. И, здесь же M. Соответственно, мне здесь просто металл. Так deal. Угу. Ага, это и так он. Металл. Хотя пусть будет проверка на всякий случай. Угу. 0.4 Cape. Почему? Ага, то есть все-таки мне придется пройтись по массиву, потому что, видите, получается один раз загружается и попадает в... Короче, смотрите, SNGLB это глобальный массив, ну как бы объект, но массив. В нем вот эти вот все потомки его могут по-разному при загрузке как бы сказать упорядочиться. То есть сейчас, допустим, здесь лежит шлем, там в следующей загрузке здесь будет лежать броня, в следующей это вообще тело будет, поэтому придется пройтись по все-таки циклу для того, чтобы узнать, действительно ли
Металл. Нет, M получается, name. M. Действительно ли это арматура? Metal is not defined. Почему metal is not defined? Let metal. Все же должно быть defined. 118. Ладно. Что здесь? Object 3D. Children. Children все-таки. Получается тынсь. Тынсь. Children. Получается, мы проходимся по массиву потомков, то есть детей. И вот он у нас есть. И получается, сейчас карта окружения, видите, применилась. То есть она стала вот такой вот красной. А я выбрал карту окружения HDR. Вот она вот так выглядит. Как раз это то, что я и хотел. Ну, такой эпичный мандалорец. Так. Теперь что остается? Остается вычислить, каким образом я могу сделать так, чтобы, в общем, мое видение, если вы помните, шлем лежит как бы лицом к нам, мандалорец подходит сзади него, вот так топ, подходит к шлему, берет его, одевает, естественно, лицом к нам шлем одевает, но камера, естественно, вот в эту область не заходит, то есть даже когда он наклоняется. То есть это приблизительно выглядит так, как я снимал видео. Вернее, не снимал, а записывал отсюда видео. Камера, она, допустим, типа вот так сначала камера, да? Он такой наклоняется, берет его, и камера медленно поднимается, но, естественно, не заходит так, чтобы было видно, что это всадник без головы. Вроде как он одевает, и камера где-то, ну, на уровне рук уже, вот так, допустим, да. И вот типа он одел, и когда руки уходят вниз, камера, естественно, проходит вверх, а здесь уже будет шлем, а потом она отдаляется, и когда руки вниз уже, и он дышит, он как бы стоит такой весь крутой. Такие вот дела. Сейчас я буду переносить, получается, вот этот тестовый код уже на рабочий проект, и соответственно, когда я это все сделаю, будет следующая часть. Как я говорил ранее, я удалю шлем из вот этой вот модели, потому что он у нас уже будет на сцене. И, конечно, ситуация получается очень интересная, потому что, получается, мне нужно заанимировать мандалорца таким образом, чтобы он совпал с уже имеющейся на сцене моделью. Ну, то есть, грубо говоря, у меня вот есть, допустим, он, да, но при этом я его загружаю отдельно. И шлем у нас уже присутствует при этом на сцене. И, соответственно, вот, допустим, где-то здесь лежит шлем, как я показывал в одном из своих крайних видео. Допустим, шлем где-то здесь, плюс ко всему он, ну как сказать, должен быть определенной стороной повернут, потому что заанимировать нормальное сжатие колен, ну то есть приседание, грубо говоря, да, чтобы он присел и взял его, у меня не получилось, потому что для того, чтобы разобраться, как это сделать правильно, нужно время. Сейчас, если у меня откроется это все, я покажу, как это все выглядит ужасно. В общем-то, есть вот он уже с готовым скелетом, который делал я уже.
И получается, здесь его, естественно, еще нет. То есть я вам показал здесь, как из той модельки, что, допустим, у меня была, удалить арматуру, но при этом оставить как бы эту модельку в адекватном варианте. Вот. И затем можно... Короче, я говорил за шлем, уже договорил за это. В общем-то, вот у нас есть Мандалорец, да, на сцене 3GS еще будет вот здесь где-то лежать шлем. Здесь как бы повернуть адекватно ногу не получается. Вот смотри, чтобы он присел, мне нужно выполнить вот такие вот действия. Раз, два, и как видите, вот он баг. Здесь есть, забегая немножко вперед, такое понятие, как развесовка. Если я выберу тот объект, который хочу весовать, как бы, а потом выделю скелет, и здесь будет, нет, наоборот, скелет, потом... Короче, я так с этим и не разобрался, потому что он как-то немного по-странному работает. Вот. Получается, вот развесовка. Красным выделена наиболее сильная как бы точка, где, ну или зона, где будет вот эта конкретная кость влиять. То есть, как видите, да, я ее поворачиваю, соответственно, вот на это пространство она влияет больше, на это меньше. Естественно, вот эта кость тоже определенным образом влияет, но я не разобрался, как сделать так, чтобы вот, кстати, этот инструмент, вот типа как бы градиент называется. Здесь мы выбираем вес, который даем этой как бы части. Наверное, может быть, его нужно сделать поменьше. То есть вот, допустим, минимальный вес я делаю и затем пробую повернуть. Ну, как бы тоже такой вариант не из лучших, но лучше, чем то. Ну, в общем, короче, вот постепенно вместе с вами я тоже немножко учусь. И, в общем-то, из-за вот этого бага я не хотел долго разбираться, в чем проблема. Я немножко попробовал, но мне не получилось быстро решить. Это, соответственно, нужно изменить вес. Вот таким образом зайти. Еще раз показываю, как зайти сюда. Вот у вас есть 3D-модель. Обычно я выделяю вот так все, и каким-то случайным образом оно попадает туда, куда мне надо. Ну, либо, скорее всего, нужно выделить сначала вот этот, допустим, плащ, потом кости, и потом уже, вернее, наоборот, кости, потом плащ, теперь weight paint, и получается мы как раз попадаем сюда. Но иногда почему-то кости не клацаются, то есть я сейчас нажимаю, она выделяется, а иногда она не выделяется. Я не понимаю, в каких случаях это происходит, потому что Blender это, ну, как и мир 3GS, очень непростой. Ну, вообще, как бы математики, они такие люди. И, в общем-то, из-за вот этого я не смог сделать, чтобы он нормально садился нормально. И поэтому у меня он только идет без шлема, как вы видите, да? Идет, наклоняется вот так и берет, ставит шлем, ну, одевает как бы шлем на свою голову, которой как бы тут нет. Я не буду делать тени на сцене нашей. Там будет просто вот такая вот, ну, как бы пропасть, потому что дорисовывать еще больше всего, это еще больше времени, и это очень трудно сделать в моей ситуации, поэтому хотя бы вот так вот я вам расскажу, как есть. Значит, вот здесь у меня будет уже шлем, который загружен на сцене. Ну, опять же, я показываю где-то здесь, да, вот мне еще нужно будет попасть, чтобы эта анимация прошла, допустим, да, попасть с размером и с приблизительным хотя бы расположением, потом каким-то чудесным образом мне нужно заанимировать сам шлем уже на сцене 3GS, чтобы он лег именно туда, куда мне надо, потом присоединить к этой модели, чтобы шлем как бы он двигался вместе со второй анимацией. Вторая анимация выглядит вот таким вот образом. То есть, он как бы стоит и дышит. Сейчас я покажу поближе. Получается, у меня анимация тут грудной клетки идет. Вот видите, как бы он дышит так.
и чуть-чуть покачивается из стороны в сторону. Ну, такое как бы оживление персонажа. Если я включу большой пробел, в общем-то, он будет вот таким вот образом дышать, как бы. Ну, и эта анимация циклична, в отличие от этой. И, кстати, забегая немножко наперед, получается в 3GS, если мы выбираем какую-то анимацию, то она повторяется все время. То есть он все время будет добегать до крайней точки, а потом возвращаться в нулевую, и вот так вот он будет делать всегда. И, как ни странно, нет такого понятия, как просто остановить. Но, опять же, это я уже в следующей части буду рассказывать. А сейчас у нас есть что? Вот наша сцена, да? Как именно создавать кости, я сейчас вам покажу, только в быстром виде, потому что этот урок и так, наверное, выйдет там несколько часов. Получается, у нас вот есть какая-то модель, да? И ей необходимо добавить кости. Соответственно, я иду сюда, по-моему, да, арматура и сингл. Здесь вот надо включить файл, Edit Preference. Какой-то тут аддон надо включить. Animation, Post Library. Или, по-моему, либо этот. Interface. Вот, Rigify. Вот это вот нужно включить. Ну, найти вот здесь вот Риги напишите. Rig. Потом нажмете здесь, или будет кнопочка установить, я точно не помню. По-моему, просто включение галочки. И получается, тогда в пункте добавить у вас появится арматура и вот эти вот 3 еще базовых значения. Я выбрал вот этот вот human, как бы, человек. И что мы с вами видим? Получается, добавилась арматура как бы человека. Здесь, опять же, допустим, при выделенной арматуре выделяем человечка и нажимаем In Front, чтобы арматура, находясь даже внутри модели, она как бы выходила за ее параметры, так называемый рентген. Естественно, эту модель необходимо... В смысле, арматура, как бы это тоже модель, но просто называется арматура. Ее необходимо выделить там, поставить на свои места, привязать к рукам, как бы ногам. Теперь, смотрите, получается, я захожу в Edit мод, то есть это как бы обычная 3D модель, но только она имеет определенные свойства. Мне вот эти вот все кости лица, они не нужны, потому что просто у него нет лица, и оно закрывается шлемом. Я нажимаю Delete кнопку и бонус. В принципе, вот эту, наверное, тоже можно удалить, потому что... Да и эту тоже, в принципе. Ну ладно, это пусть будет, короче, как крайняя. Теперь Object Mode, нет, Edit Mode. Здесь в Tool заходите, выбираете X-Axis Mirror. И теперь, если я, допустим, передвигаю одну, то кость, которая находится рядом, она, в смысле, как бы в зеркальном отражении, она тоже передвигается. Ой, почему эта программа такая странная? Так, вот, допустим, я двинул ее. Теперь мне нужно присоединить ее сюда. Смотрим, естественно, по всем осям, как оно выглядит. Я вам показываю все примерно. То есть, как будет именно с вашей моделью, это уже решать, конечно же, вам. Но я показываю вот примерно, как я делал с этой конкретной моделью. Так, сюда. И, соответственно, вот эти вот все кости дальше вы выставляете таким образом, чтобы они приблизительно соответствовали расположению всех этих элементов, которые есть в вашей модели. Ну, я так навскидку сделаю, что именно так. Вот эта штука отдельно перемещается, ее можно
поставить, желательно ставить их где-то в центре, потому что при распределении весов, как бы, ну это называется так веса, но на самом деле это расстояние влияния конкретной кости на модель. Ну и как бы логика, естественно, логика ее, как бы логика ее влияния на модель, в общем, можно и так сказать. Здесь у меня есть плащ, поэтому выделяю вот этот инструмент экструд и дальше вот таким образом выдавливаю, поворачиваю. И здесь я сделал таким макаром, выдавил одну кость, потом ее повернул, допустим, вот так, потом опять выделил эту, выдавил еще одну кость. На кружочек именно нужно нажимать. Потом еще одну. Повернуть ее нужно. Ну, короче, получается вот таких 4 штуки. На кружочек нажимаем вот на этот и тянем. И поворачиваем. И смотрим сверху. Немножко надо подправить. Берем за кружочки и тянем приблизительно там, где верх плаща. Ну, в общем, у меня было вот так на модельке. Вот дальше, естественно, от этих всех 4 с шифтом, левой кнопкой мыши, я, ну, как бы их подвинуть немножко нужно сюда. Теперь из них я опять же выдавливаю. Ну, здесь можно было поменьше сделать, у меня там их очень много, потому что я, как сказать, малоопытный в этой штуке, поэтому у меня их там много. Вот таким образом, получается, я шел и сделал вот такую вот целую дичь. Вот, надеюсь, это понятно. Ну, смотрите, получается, здесь я подправил, чтобы все вот эти вот пальцы, они, соответственно, лежали внутри пальцев, потому что, когда вы будете создавать веса вот эти, то чем дальше будет как бы вот эта кость, если бы она была, допустим, здесь где-то, то она влияла бы только на вот эту зону, то есть на поверхность, но не на внутренность пальца. И было бы вот приблизительно такой же баг, как с ногами. Сейчас я еще раз напомню вам его. Тынсь, вроде так. Нет, не так. Тут из-за того, на что ты нажимаешь, влияет контекстное меню. Ну, вот эта вот штука, видите, то есть неправильная развесовка, вот как это называется, и, соответственно, вот такой баг потом получается. Чтобы этих багов не было, нужно максимально внутри расположить все эти кости. И, допустим, вот колени некоторые рекомендуют располагать почему-то сюда ближе, но на самом деле так вот эта вот часть плохо тогда гнется. И потом, соответственно, когда вы, допустим, ну сейчас основной момент это, допустим, мы сделали для плаща вот эти все кости, да, и основной момент это выйти из Edit Mode, выбрать все вот эти элементы и дальше кости. И теперь, как бы там вспомнить. В общем, вот эти все объекты, которые нам нужно выделить и сделать так, чтобы последним были именно кости. Дальше нажать Alt-P, вроде бы Ctrl-P. И здесь выбрать пункт with Automatic Weights, то есть с автоматическим распределением веса. Таким образом, наши кости привяжутся к персонажу. И теперь, если мы зайдем в Pose Mode, то, соответственно, рука, по идее, должна
двигаться вместе с нашей костью. И как видите, получается такая дичь, что если я двигаю рукой, соответственно, некоторые элементы, например, вот эти вот все, они двигаются вместе с ней, потому что распределение веса таким образом сработало. Нужно выйти из POSMOD, нажать сначала на персонажа, потом сюда, по-моему, да? Нет, наоборот, сначала на скелет, потом на персонажа, и Weight Paint выбрать. Дальше выбираем кость. К сожалению, здесь необходимо... Да, вот видите, вот сейчас я набираю кость, выбираю, она не хочет двигаться. Соответственно, мне нужно в Object Mode выходить, опять выбирать это все, опять Weight Paint. И почему-то опять это все не работает. Почему сейчас заработал? В общем, смотрите, получается, видите, при автоматическом распределении веса, ну, компьютер, как бы у него заложено там определенные алгоритмы, как он действует. И вместе с, ну, как бы с рукой захватываются еще соседние элементы. Для этого существует вот это удобное, хотя не очень удобное, но тем не менее за неимением других элементов у нас этот самый удобный получается. Вот таким образом берем, вес выставляем в 0, ну, этот градиент, и начинаем вот так вот понемножку хренячить. Здесь соточка должна быть, а здесь линейр выбрана, а здесь follow. Ну, в смысле вот такой вот, допустим, да, градиентный типа. И потихонечку вот так вот удаляем. Только смотрим, чтобы вот здесь ничего не менялось, где нужно действие этой кости сделать, то и также проверяем все остальные кости. Вот, например, эта кость почему-то присобачилась к этому. Единственное, что если у вас много костей, соответственно, вам нужно будет вот это вот делать со всеми прям элементами. То есть, естественно, вот пальцы не должны влиять никаким образом, но почему-то компьютер посчитал, что должно. И теперь, если мы попробуем сделать то же самое, что и раньше, как видите, уже лучше. То есть у нас меньше элементов двигаются вместе с нашей рукой, которые нам не нужны. Опять же, в Object Mode теперь вот это и это, да, или это и это, я не помню уже. Просто постоянно путаешься. Вот, и опять же сюда зашли. И смотрим, что какая кость влияет на как бы бронь, которая по идее должна двигаться только там с большими участками. Вот, видите, получается, вот эта кость, она немножко подкрашена. Но здесь есть такая каверзная хрень, как, я не знаю, как это обозвать. В общем, вот эти вот маленькие кости, которые я создавал вот на этой вот штуке, видите, вот их много. Когда я, допустим, сейчас... в POSMOD зайду. Когда я двигаю, допустим, весь халат этот, или как это назвать, то некоторые элементы из этих костей влияли на, допустим, вот эти вот элементы, там какие-то, а здесь что-то было, пояс захватывался, и пришлось по каждую кость тыкать и вот этим вот инструментом пользоваться просто вслепую, потому что там влияние было настолько маленькое, но когда далеко я убираю его, ну как плащ, когда я его далеко убираю, то, соответственно, я влияю там очень сильно. Вот так вот, допустим, я делал и убирал вот этим инструментом вот так вот каждую часть, причем несколько раз, вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, везде тыкал, потому что иначе просто не получилось бы у меня нормально сделать. И, конечно, там еще есть некоторые нюансы всякие, например, вот эта вот кинематика, там, допустим, если я делаю шаг, сейчас я отменю здесь действие, шаг, казалось бы, это так просто, ну просто взять и сделать шаг,
Но чтобы сделать шаг, нужно сначала изучить, как вообще человек шагает, поэтому нужно включить какое-то видео, посмотреть, либо посмотреть, как люди вокруг тебя ходят. Дальше понять, ну, вообще физику, сначала механику шага, а затем воплотить ее сюда. Соответственно, у меня здесь получилось, но вот так, как получилось. Я не делал идеально, хотя очень стремился сделать идеально. Итак, я очень затянул, во-первых, подготовку к этому уроку, потому что я уже около 2 недель готовлюсь к нему. И вот наконец-то у меня дошли руки хотя бы до блендера, и частично вот я выгрузил модель сюда и уже научился включать разные анимации. Вот. И получается, что чтобы нормально заанимировать, нужно хорошо знать блендер. Так как я его вообще не знал до этого момента, ну, по сути, вот анимацию я использовал первый раз в жизни, то мне было довольно-таки сложно, потому что даже в платных курсах там сразу начинают риггинг рассказывать. То есть скелет можно по-другому немножко делать. Тут делать управляющие такие штучки, например, добавлять, сейчас я включу Object Mode, тыдынсь, add, допустим, mesh circle, и вот этим вот цирклом, типа, ну, кругом, когда чудак там один водит, то, соответственно, у него там нога туда-сюда прыгает. Это вообще там круто, конечно, но в этом нужно было разбираться. Это все затягивается. Вы и так подписываетесь, там, пишите комментарии, лайкайте видео, а я не выставляю видео, и получается, что у меня на одно видео уходит чуть ли не месяц, чтобы его подготовить. А это очень долго. Вы тогда их вообще не будете смотреть и не будете подписываться. А я хотел бы, чтобы вы подписывались не просто для того, чтобы было какое-то количество, а просто для того, чтобы быть кому-то полезным. Вот. Соответственно, вот эти вот шаги, их было довольно тяжело сделать. И в том числе анимирование вот этого плаща тоже там свои нюансы. То есть я, допустим, если двигаю, например, какую-то из этих точек, которые ранее не анимировались, сейчас я покажу в позмоде, то, как видите, вот у нее ключевых кадров всего 3. И, например, если мне вот здесь вот нужно было ее сдвинуть, вот эту точку, например, здесь сдвинуть, да, вот, например, здесь. Ну, например, вот так вот раз, нажимаю дальше я и rotation здесь указываю. То есть это для того, чтобы создать анимацию вот этой вот кости в этом ключевом кадре, вот в такой позиции rotation. Либо нажимаем правой кнопкой мыши, insert keyframe, и дальше rotation, потому что мы двигаем с вами только rotation, то есть, ну, вращаем. Поэтому нам другие виды анимации не нужны. Insert keyframe, rotation, да. И если я вот это вот ее здесь изменяю, сейчас я покажу нам более той, где нет. Вот, например, да, вот я здесь ее поменял. Соответственно, до этого времени она будет тоже в таком же положении. И когда он, допустим, вот здесь идет, она бы была, например, вот так вот. Поняли? Как допустим, сделано здесь. То есть она здесь изогнута, например, а здесь не должна быть изогнута, она здесь прямая. И, соответственно, вот здесь, вот в нулевом кадре, мне ее нужно изогнуть. Прямо сначала поставить, что она вот с этого момента идет, rotation у меня. Прямо просто как бы ее стандартная позиция. Дальше он пришел куда надо, она согнулась. Например, здесь, да, insert keyframe, rotation. И вот он появился здесь уже. И дальше уже, например, я ее выровнял вот здесь. Ну, вот таким вот образом, раз там. Ну, это типа я вам показываю, как оно анимируется. Тыдынсь, и видите уже жинь. Комп сам как бы рассчитывает, как сделать так, чтобы оно плавно двигалось. Все. Вот. Шаги — это не только перемещение, вернее, не только вращение, но еще и перемещение. Соответственно, вот эта кость, благодаря ей я двигаю Мандалорца, или этой, да, наверное, этой, то есть, так как она, наверное, является основной, из которой создается вот этот вот скелет человека,
то, двигая за нее, я могу двигать всего Мандалорца. Соответственно, мне нужно сначала подвинуть, потом переставить ноги, потом поменять руки, потом плащ немножко заанимировать, потому что он у меня анимируется во время ходьбы. Вот обратите внимание, видите, плащ как бы идет вместе с ногами. То есть, ну, как будто бы это вроде бы как настоящий, там немножко ветер его колышет, когда человек идет, да, мандалорец. И вот эти все элементы, они довольно сложные. Плюс ко всему, опять же, вот если я сделал ошибку, например, вот здесь вот, ну, как я вам рассказывал, плащ, допустим, здесь согнул, соответственно, здесь он не согнутый, и там, где он не должен быть согнутый, он оказывался согнутый. И мне приходилось долго искать, какую из этих костей я согнул. Наверное, здесь есть какие-то более удобные инструменты все это сделать, но таков путь, в общем. Плюс ко всему, механика ходьбы, она довольно-таки трудная, потому что, когда человек идет, он идет не только вот так вот, да, перемещается, но он еще прыгает туда-сюда, вверх-вниз. Плюс ко всему, ноги, они двигаются не только, ну, вернее, ну, как бы сказать, довольно-таки трудно. Как видите, вот таким образом я не могу перемещать. Это, по-моему, только в инверсной кинематике, или как там это называется. Но, в общем, во второй есть FF, а есть IK. И вот, наверное, VFK или IK. Ну, короче, где-то здесь надо это все понять. И простить меня за то, что я так глубоко не копнул в Blender. Хотя, на мой взгляд, для 3GS-овского урока это и так довольно глубоко. Плюс ко всему, несколько видео, которые я смотрел на разных языках, я как бы объединил в одно и вам объясняю это все абсолютно от чистого сердца и светлых помыслов. В общем-то, анимация ноги тоже она очень сложная, я объяснил. То есть нужно, во-первых, допустим, выдвинуть сначала вот так ее, да, потом сделать так, чтобы он как бы наступил на нее, потом переместить эту ногу. Перемещение этой ноги делается вот таким вот образом, то есть ты дынсь, сейчас, ты дынсь, и плюс ко всему человек, оказывается, не вот так шагает ногой, а приподнимает ногу, потом вот так ее ведет, ставит сюда почти над полом, потом опирается на нее, ну и соответственно со следующей ногой так. Плюс ко всему здесь есть еще такая штука, как типа инверсия анимации, то есть вы можете продублировать, взять ключевые кадры, нажать Shift-D, продублировать их, да, сюда, и здесь потом как-то выбрать Animation, короче, где-то здесь, Transform, Rotate, инверсию сделать, Delete, Clear, Break, короче, где-то здесь, я не знаю, это надо уже углубляться. Я знаю, что это есть, то есть, допустим, вот у нас поза есть такая, а ей делается инверсия, то есть это нога вперед, это назад, короче, ну, как бы по уму вроде бы, как она должна работать. Видите, нога шевелится там, где не надо теперь. В общем, работа с ключевыми кадрами. Изначально я нажимал буковку А английскую на клавиатуре и делал анимацию как бы для всего. То есть я вот, допустим, передвинул руку, потом нажимал А, и здесь правой кнопкой мыши Insert Keyframe, Location and Rotation, но потом я понял, что делать можно только для одной кости. Слово процветания, теперь я нажимаю просто И, дальше Rotation, допустим, здесь, в этой позиции, как мне надо, да, руку сделать. И анимация, соответственно, работает. Так, далее, по уже 3GS-овской сцене, приблизительно будет все то же, что и раньше на сцене, да. Пол я не буду добавлять, я не буду добавлять тени, естественно, потому что когда происходит анимация здесь, вот это вот Мандалорца, да, просто обычная, у меня тормозит компьютер, когда я записываю видео. Когда не записываю, более-менее еще нормально, то есть анимация замедляется, потому что, видимо, она потребляет нормально так по видюхе или по чем, я не знаю, но по процу где-то на 50% грузится процессор. Поэтому добавлять еще отражение, это будет весьма нагрузочно для компьютера. То есть вы, допустим, зайдете, если у вас там, я не знаю, какой
хороший, неплохой комп, и все это будет тупить дико. Вот. В мыслях в 3GS у меня должна быть такая штука. Вот он подходит, берет этот шлем, одевает, становится вот в обычную типа позу, потом включается вторая анимация, где он просто стоит вот так вот и дышит. Так, теперь сохранение, я напоминаю, файл export glb gltf, дальше animation у нас выбирается, data compression, тут уровень изначальный 6, но пусть будет 6, дальше материалы, обязательно здесь должно быть экспортировать, ну а так все по умолчанию, выбирайте имя и экспортируйте. По блендеру на данный момент еще раз пройдемся. Изначально та модель, которую я скачал, была с удивительными костями, которые разлетались на много-много километров. С ними неудобно было работать, поэтому мне пришлось перерисовать этот скелет. Ну как, рисовал-то не я его, а блендер основной, руки, ноги, там, туловище. А, допустим, плащ уже рисовал я. И далее мне пришлось это все, естественно, заанимировать, использовать две анимации, а не одну, потому что если бы была только одна, нам бы было скучно смотреть. Важный нюанс заключается в том, что при переходе между первой и второй анимацией, то есть, смотрите, вот это как бы последний кадр, где он дошел, одел шлем, одел шлем, вот. Соответственно, мы нажимаем здесь кнопку «Копировать», для того, чтобы скопировать анимацию, и у нас создалась как бы новая анимация. Изначально, естественно, она будет пустая, но так как я уже здесь сделал ключевые кадры, получается, вот мы ставим как бы эту каретку в 0 кадров. В данном случае она тут где-то, не знаю, на первом там, или на втором, неважно. И, кстати, да, надо было продвинуть их на нулевой. На нулевой ставим, в общем. И выделяем все кости в pose mode, выделяем все кости и ставим, либо A нажимаем, когда здесь A нажимаем, insert keyframe, и здесь выделяем все location, rotation and scale. Почему? Потому что получается логика второй анимации это в том, что он как бы после того, как первая полностью отыграет, да, он останется в этой же позе, ровно в этой же позе, и начнется проигрываться вторая анимация, естественно, с первого кадра. И получается, между этими анимациями, если не сделать так, чтобы, когда заканчивается одна, была эта же поза здесь, в нулевом кадре, то будет прыжок анимации. То есть, смотрите, получается, что происходит. Сейчас я увеличу скорость. Вот он доходит, берет шлем. Это первая анимация все идет. Вот он надел шлем, руки опустил, уже вторая анимация включается. Вот. И получается, если не сделать так, чтобы он доходил в эту же позу, и с этой же позы начиналась вторая анимация, то будет прыжок. То есть, если я сейчас сделаю, как у меня было тут для теста, я просто код вам пока не показываю, потому что потом объясню его, то получается, в общем, вот у меня микшер setTime 50. Получается, как видели, прыжок здесь идет. То есть он уходит куда-то, не туда, куда нужно. Сбоку это хорошо видно. Вот он надел типа шлем, и если setTime 50 ставить во втором сегменте анимации, вот у меня тут второй он. Если я уберу это, как бы я сейчас сымитировал, что у нас разные ключи, поняли? А сейчас ключи одинаковые как бы. И вот, когда заканчивается первая анимация, вторая начинается ровно с того же момента, если я доходчиво объяснил. То есть, смотрите, еще раз. У нас есть первая анимация, он доходит, одевает шлем и становится в определенную позу, вот, допустим, в эту, да? И с этой же позы
у нас должна быть скопирована вот так анимация А02, ставим в 0, выделяем все кости, делаем и Location, Rotation and Scale. То есть, чтобы для всех костей, неважно, там есть анимация, нет для них дальше, чтобы мы уверенно начали именно с той же позы, где закончилась первая анимация. Это такое важное отступление. Друзья, небольшой бонус. Я бы хотел вам продемонстрировать, как можно сделать такой, как сказать, я не знаю, прикольный, неприкольный эффект. В общем, получается, что Мандалорец сейчас у нас стоит в непонятно где, в черной хрени какой-то. И я хочу его поставить внутрь как бы сферы, но на эту сферу наложить определенную карту. Сейчас я применил к нему немного другую карту. Карта как будто бы открытой местности. Ну, в стиле Мандалорца такой. Вот, и он значительно живее стал выглядеть. Также я хочу создать Икосандр, который позволит сделать нечто похожее на окружение, то есть как будто бы он стоит в каком-то поле. Единственное, конечно, нужно для такого случая делать тень и какую-то штуку, на которой он стоит, то есть либо постамент, либо ну что-то в общем. Но это я не буду делать. Он просто у меня будет в воздухе висеть. Я просто вам покажу, как можно такую штуку сделать. И сейчас я сфер геометрию делаю, но можно взять и Икосандр. Я вспоминаю, что там, какие параметры нужны. Как обычно мы создаем с вами любую мешу. Это прежде всего какая-то геометрия и какой-то материал. И вот я беру их и создаю. Далее эту сферу необходимо добавить на сцену. Однако константа сцены у нас с вами лежит очень-очень далеко. Хотя, скорее всего, это не было бы ошибкой. Видите, она на 142 строке. Потому что HDR карта в любом случае подтягивается позже, чем выполняется этот код. И, скорее всего, она, по идее, должна была бы быть уже. То есть сцена, константа уже должна была создаться. Ну, на всякий случай. Что-то она очень большая создалась. Прям очень большая. Мне такая она не нужна. Пока, по крайней мере. Зачем-то открылся Internet Explorer этот. Милкософтовский. Как бы вспомнить, какие параметры нужны. Ну, типа, пусть так будет. Теперь чего-то его вообще не видно. Ага, я понял. По умолчанию только снаружи показываются как бы карты, цвета объектов, а внутри нет. И вот я делаю double slide. Да, ну, в общем, вы поняли. И таким образом и снаружи, и снутри предмета показывается его заливка, как бы, цвет. Я пытаюсь найти свой старый код. Чтобы взять оттуда и не писать. Почему-то с помощью блендера открывается, прикольно. Блендер уже и IDE захватил,
И вот у меня есть HDR в этом коде. И она применяется к какой-то модельке. Угу. Что-то это не то. Поищем дальше. Ага, вот есть Environment Map, то есть это карта окружения. Здесь Mesh Physical Material, но по идее Mesh Basic Material тоже подойдет. Так как в этом случае их параметры совпадают, по идее. И вот я нашел именно то, что нужно. То есть это у меня и есть Outer Sphere в одном проекте, сфера окружения. Я просто заменил код этот. И посмотрим, что получилось. Получилась какая-то дичь. Почему Земля сверху, а небо снизу? Как перевернуть карту окружения? Сделаю я нашу сферу побольше, чтобы она занимала всю как бы площадь экрана. Конечно, от этого не стало легче. Возможно, можно было бы перевернуть саму сферу, попробовать. Посмотрим, что нам скажет великий всемогущий. Здесь вообще нет ответа. Типа Orbit Controls используйте класс, спасибо. Какие-то непонятные, в общем, ответы. И я попробую сейчас посмотреть, что же у нас такие параметры есть вообще, какие параметры есть у нас в этом материальчике. Есть же просто карта. То есть можно просто наложить какую-то картинку на эту сферу. И все. Конечно, это значительно отличается от того, что отрендерил Blender. Однако имеем, что имеем. По-моему, эту обычную map нельзя никак регулировать, в общем, настройку ее, к сожалению. Ага, это же Environment Map. А у меня просто Map. А для просто Map, как видите, тут нет вроде бы никаких параметров. Поэтому довольствуемся малым. Он у нас без тени. Однако, если, конечно, Orbit Controls не использовать, то вроде бы как он даже идет по полу, хотя и без тени. Интересно, как создать тень. Возможно, можно сделать прозрачный такой plane, на него поместить, и типа он будет с тенью. Но опять же, нет головы. Возможно, мне придется какую-то болванку туда налепить, чисто какой-то шарик, чтобы он не занимал много точек, но при этом отбрасывал тень. Хотя я не представляю, насколько оно будет тупить. Но в принципе довольно неплохо получилось. Сейчас даже сделаю снимок экрана. Хотя и без головы, как бы выбрать так позицию. Ну вот так, в принципе, более-менее. Угу. Получилось. Ну и все. Друзья, не забывайте ставить пальцы вверх, радовать старика и подписываться на канал. Также поделитесь этим видео со своими друзьями.
Если вам интересна данная тема, то на моем канале уже около 20 там с чем-то видео по поводу 3GS, WebGL и есть даже видео по блендеру. Также рекомендую переходить на свободное открытое программное обеспечение, Linux, то есть тоже есть видео. Поэтому оставайтесь на связи.